Всем привет! В этом видео поговорим о том, что же могло помочь росту битка, что на него повлияло, как на нем заработать, как связан рост биткоина, криптовалюты биткоина и, конечно же, PayPal и коронавирус. Есть ли какая-то взаимосвязь, может ли это нам помочь в будущем и так далее. Давайте приступим к делу. Сегодня не будет длинного видео, поэтому поехали. Ну и так, начинаем, значит, обзорчик. Смотрите, я множество всякой информации посмотрел насчет того, что биткоин с чем может коррелировать. Если честно, не нашел особо адекватной информации насчет того, что именно могло повлиять на рост биткоина. Конечно, вы можете написать в комментарии свои какие-то догадки, или что-то наблюдение. Может быть, вы что-то видели, того, чего не видел я. Но следя за новостями, я не могу выделить то, что это повлиял коронавирус, потому что у нас коронавирус уже был, и он такого роста не показал, хотя можно учесть то, что происходят онлайн-покупки в интернет-магазинах, да, но все же они происходят по большей части пока что в мире именно за фиатные деньги, это за валюты, которые там USD, там рубли, там евро, да, они происходят в той валюте в стране, в которой происходит эта покупка. Именно сказать, что это как-то повлиял коронавирус, я не могу, зато я могу сказать, что возможно, так как у нас есть комьюнити те, кто занимается криптовалютой, кто следит за новостями, кто общается более, так скажем, приватно, или кто-то знает кого-то, да, более хорошо и знает, что будет, они имеют доступ, конечно же, к какой-то скрытой информации. И я говорю сейчас про PayPal, новость о PayPal, которая, многие пропустили. Я считаю, что она ключевая новость, и те, кто знал эту новость заранее, они как раз и могли вызвать этот рост криптовалюты. О какой новости я говорю? Я, конечно же, говорю о PayPal как о том сервисе, который включил для пользователей США, включил функцию покупки за криптовалюту. Давайте сейчас даже вот так вот вернемся, посмотрим на новость, когда она вышла. Это было 5 ноября. Смотрим 5 ноября. Вот, где-то здесь. 7, 5 ноября. Смотрите, как удивительно интересно, да, вышла новость и начался рост. То есть до этого он, естественно, тоже начался, но я это к тому, что многие могли, не многие, а биткоин-киты или вообще там бизнесмены, миллионеры, они могли знать эту информацию. PayPal — это не новая компания, и там достаточно много связей находится, да, и те, кто держит криптовалюту, они, конечно, могли эти новости знать заранее, да, работая в компаниях, я знаю, что новость сначала появляется среди сотрудников, и только потом выходит уже за рамки самой компании. Поэтому эту новость могли знать сначала инсайдеры, потом эта новость могла пойти в массы, то есть она дала хороший рост, и тем самым уже потом, через какое-то время, появляется новость, что теперь уж точно PayPal будет работать на США. Вот даже клиенты PayPal из США получили доступ к криптовалюте, то есть теперь платежные средства, а я хочу сакцентировать ваше внимание на том, что PayPal является одной из самых крупнейших платежных систем онлайн-переводов в США. То есть это прям дико большая компания, которая, имеет доступ просто к огромным количествам ресурсов денег. И теперь сами подумайте, то есть у вас есть вот США, и они, кстати, планируют сейчас, в той же новости было, что они планируют также выйти на весь мир с этим продуктом. Теперь подумайте, есть США, которая просто дикое количество денег находится, и вот такой биток вырос. Что будет, когда они выйдут на мир? Понятное дело, мы узнаем это только постфактум, когда это все выйдет, но эта новость должна была послужить тем катализатором, потому что это, по сути, говорит о том, что биткоин, криптовалюта в целом выходят на рынок уже в компаниях, которые себя зарекомендовали. То есть это не стартапы, не новые компании, которые никому не известны, или там не криптобиржи, это PayPal, который знают все. Все в мире, кто работает с финансами, его знают. Поэтому, имея теперь доступ сначала в США, потом это будет по всему миру, мы можем предполагать, что биткоин может еще вырасти. Но я не говорю это сейчас. То есть это, возможно, пройдет какое-то время, потому что сейчас он дико переоценен. И, на мой взгляд, он стоит достаточно дофига, и он должен сделать хороший откат. Возможно, он может сильно даже упасть.
Это вполне вероятно. Возможно, он даже до 20 не дойдет, а может быть и дойдет. То есть моя цель не спрогнозировать, а моя цель, чтобы вы учились смотреть новости. У меня было на старом канале, на криптобизнес, не знаю, кто смотрел его, там были, я даже рубрику вел по новостям, да, когда появлялись новости, что влияло на рост криптовалют там, и альткоинов, и биткоинов в частности. И там много вот было таких новостей, которые, ну, хорошо сказывались на криптовалюте. Естественно, они сказывались до того, как они выходили. Естественно, потому что, ну, если они выходят и вдруг это все начинает расти, ну, вы должны понимать, что те, кто выпускает эти новости, они имеют также, например, эту криптовалюту, да, или это, если это в фондовом рынке, например, происходит, они имеют акции, которые они хотят продать. Естественно, они ее выпускают не с целью того, чтобы другие заработали. Новость выпускается с целью того, чтобы продать по хорошей цене свои активы. Поэтому всегда это учтите. И если вы видите хороший рост, то лучше всего зафиксироваться, если у вас уже пошла прибыль. Потому что многие ждут самой высокой цены или самой низкой цены, такого не будет. Вы просто можете не попасть. Редко кому везет там попасть на самой высокой цене. Если вы, конечно, знаете, где рынок развернется, и у вас есть там какая-то инсайдерская информация, да, но большинство тех, кто меня смотрит другие каналы, других обзорщиков, те знают, что, ну, у нас нету инсайдерской информации, мы ориентируемся либо по новостям, либо по техническому анализу. Поэтому лучше всего и акцентироваться по новостям и техническому анализу сразу, плюс к тому делать еще свой анализ, смотреть, что будет. И, конечно же, знать, где вы продаете. Это я уже 100 раз повторял. Это последнее, что я вам скажу. Конечно же, пишите в комментарии, если у вас есть догадки того, что могло повлиять на рост и что может повлиять в дальнейшем. Но если касаться прибыли того, как делать, то, ну, как делать деньги, да, на криптовалюте, в частности, на биткоине, то здесь, конечно, важна та цена покупки и та цена продажи, которую вы совершаете. Не будет у вас максимально падения, вы не закупитесь, и также не будет у вас максимального роста, чтобы продаться. У вас должна быть фиксированная сумма, когда вы продаетесь. А лучше всего это выстраивать лесенкой. То есть продали здесь, потом часть здесь. То есть тогда вы будете зарабатывать больше в целом. Вот, еще раз напоминаю, что под этим видео есть ссылка на ролик, про который я говорю, как заработать криптовалюту и биткоин, конечно же. От вас я жду комментариев насчет того, что догадки, не знаю, может быть какая-то реальная тема того, почему стал расти биткоин. Мне это самому лично интересно, помимо того, что PayPal, ну, я это связал с PayPal, может быть, у вас есть какие-то другие новости, поэтому, ну, я жду, мне интересно. Ну все, ребят, всем пока, всем хорошего профита. Надеюсь, у вас уже этот профит есть, потому что по такой цене это грех не продать, если честно. Конечно, если он будет больше, это будет совсем другие истории, но лучше продать сейчас, чем продать за 5000, поэтому, ну, на мой взгляд, пока хорошая цена, надо продавать. Всем удачи, до скорого, с вами был Криптофер, пока-пока.